Вы пришли полумиллионной армией захватывать чужую землю, когда сами срали в дырку в полу. Ваш вождь – психически больной человек. Маньяк с комплексом неполноценности и ностальгии по империи, которой больше нет. Он мог бы вложить сотни миллиардов в свою страну. В школы, в дороги, в воду, в канализацию, в медицину, в будущее. Вместо этого он вкладывает их в смерть. По $500 миллиарда в сутки, чтобы уничтожать соседей, которых вы назвали братьями. И я бы, возможно, не винил вас. Ну, ошиблись, допустили диктатора. Бывает. Но вы же не просто допустили. Вы встали в очередь в военкомат. Вы ставите Z на машине. Вы записываете песни об Сармате и лепите унитазные памятники. Вы поддерживаете, аплодируете, соревнуетесь в мракобесии. Вы соучастники. И именно за это Украина вам никогда не простит. Не за Путина, а за вас. Потому что вы и есть Путин. Это было обращение сами знаете к кому. Ну а всех адекватных зрителей я рад приветствовать на канале «Утилизатор реальности». Здесь не верят в телевизор и не делают скидок за патриотизм. Мы разбираем мифы до шурупов. Подаем факты без вазелина. Подпишись, если устал от тупости и хочешь называть вещи своими именами. Начинаем. Орки! Вы называете себя великой страной. У вас ядерное оружие, спутники, гиперзвуковые ракеты и мультики про Посейдон. А теперь немного статистики. До 40% российских семей не имеют центральной канализации. В селах 2/3 людей живут с выгребными ямами или безо всего. 12,6% населения до сих пор без туалета в доме. В 117 тысячах домов, по данным переписи 2021 года, не нашли ни туалета, ни даже намека на него ни во дворе, ни внутри. И ведь я говорю сейчас всего лишь о туалетах. Библиотеки? Не слышал. В общем, добро пожаловать в русский мир. И это не временное, это десятилетиями. Вы строите новую геополитику, когда у вас люди воду из колонки таскают, а крыша у клуба в селе сгорела еще в 2012-м, и так их не появилось. Вы идете освобождать другие земли, когда у себя еще не освоили свою. Зачем вам Донбасс, если вы не можете отремонтировать крышу в Рязанской области? Зачем вам историческая миссия, если вы не можете сделать сортир, чтобы не мерзла жопа на уличной дыре? И если вы думаете, что страна большая и денег на все сразу не хватает, то прогуляйтесь лучше до ближайшей дырки в полу и ныряйте туда. Впрочем, дослушайте. Возможно, хоть до 1 из миллиона это дойдет. Каждый день войны – это не просто ракета. Это минус мост, минус больница, минус будущее. Война обходится России примерно в $300 миллионов в день. 1,5 года войны – 167 миллиардов долларов. Это примерно 15% всего ВВП страны. На что ушли деньги? 51 миллиард, чтобы убивать. 35 миллиардов, чтобы платить тем, кто убивает. 25 миллиардов, чтобы выплачивать компенсации семьям убитых. 21 миллиард за раненых. 34 миллиарда на уничтоженную технику. И заметьте, я говорю про первые 1,5 года войны. После этого данные убрали из доступа, но подозреваю, что помножить на 2, чтобы посчитать затраты за 3 года, будет неправильным. Бюджеты на войну лишь увеличивались, потому их и закрыли от ваших глаз. А теперь сравнение. Трезвое, бесстрастное с цифрами. Минус 4 дня войны. И можно было бы построить мост через Лену в Якутии, о котором мечтают с 1980-х. 3 дня войны. И в Красноярске было бы свое метро, которого нет с советских времен. 1,5 дня войны – это новый аэропорт в Омске, который строят с 80-х и не хватает денег. 2 часа войны – это 2 больницы в Дагестане, которые строят с 2009 года. Все, на что не хватало средств десятилетиями, каждый день сгорает в артиллерийском залпе. Не потому что враги, а потому что так захотел один ебанутый человек. И потому что миллионы других не захотели ему сказать «нет». Вы шли воевать с НАТО, но в итоге вместо флага над Киевом вы тащили домой унитаз. Реальность войны такова. 58 тонн трофеев отправили российские военные из Украины себе домой. И это я говорю лишь за тот период, когда вы отступали от Киева. Это официально задокументировано. Медиазона, The Moscow Times, видеозаписи, логистика, посылки. Там были телевизоры, стиралки, ковры, автошины, палатки, даже военные дроны, судя по всему, спертые у своей же армии. Российские солдаты бросали боеприпасы, чтобы освободить место в машинах для чайников и микроволновок. Уровень деградации зашкаливает настолько, что мародерство стало мемом войны.
Зеленский сказал: «Украдите свой унитаз и убирайтесь отсюда». Позже добавил: «Новая русская мечта – украсть унитаз и сдохнуть. Это армия второй сверхдержавы мира». Когда в Европе после Второй мировой домой везли ордена, вы везете пылесос. Великая армия, которая покорила Бучу и вырвала из нее розетку вместе с холодильником. У этой войны есть фронт, о котором не расскажет Соловьев. Это фронт бегства. За первый год после вторжения Россию покинули от 500 тысяч до 1,5 миллиона человек. И это не трусы и предатели, как вам втирают. Это мозги, руки и креатив, на которых держатся все нормальные страны. IT-специалисты, инженеры, предприниматели, преподаватели, врачи, ученые, культурная интеллигенция. По данным самой Российской ассоциации электронных коммуникаций, только за первые месяцы войны уехали не менее 70 тысяч айтишников. Айтишников. Тех, кто сейчас в Европе или Америке занимается разработками искусственного интеллекта, нейросетей, кто помогает двигать человечество вперед. Вы же сваливаетесь в прошлый век. В целом, на здоровье, но только не пытайтесь насильно гнать туда и другие страны. Минцифры пыталась бодро врать, что многие вернулись, но независимые опросы показывают обратное. Вернулась лишь малая доля. Остальные осели в Европе, Турции, Грузии, Армении, Азии. Это не просто иммиграция, это вынос мозга. Причем в буквальном смысле. Все, что было способно думать, генерировать, строить, либо уехало, либо тихо спивается, либо сидит с чемоданом у двери. А кто остался? Остались те, кто лепит букву Z из хлеба, те, кто пишет «враг народа» под фото айтишника в бегах, те, кто снимает тиктоки про духовность и доносит на соседа с VPN. Одни убежали, потому что есть мозг, другие остались, потому что есть телевизор. А теперь добавим еще одно – физическое вымирание. Сотни тысяч молодых мужчин убиты, сотни тысяч молодых мужчин покалечены. Многие мобилизованные, как раз те, кто бы мог жить, рожать детей, развивать регионы. Особенно пострадали села и провинция. Осенью 2022-го мобилизация шла по подъездам, забирали целыми улицами, вымывались целые районы. Что это значит? Что рождаемость падает, что регионы стареют и пустеют, что страна, в которой и так шел процесс депопуляции, теперь просто выкашивает свое завтрашнее население руками вчерашнего. И все это не случайно, не издержки, не вынужденно. Это осознанная стратегия государства, в котором легче управлять могилами, чем мышлением. Они не строят страну, они строят некрополь, и вы либо уехали, либо копаете себе яму. Медленно, патриотично, под гимн. Вы говорили, Путин нас снова поднял с колен, но по итогу он просто смачно шлепнул вас мордой в асфальт. Все, что Россия пыталась построить десятилетиями после 90-х, экономические связи, партнерство, деловую репутацию, хотя бы видимость вменяемости, все пошло под откос. Более 13 тысяч санкций, отрезаны от международной банковской системы. Ушли сотни западных компаний. Рухнули инвестиции. Разорваны торговые и производственные цепочки. Даже страны, которые раньше в рот вам заглядывали, теперь отворачиваются от вас. Россия официально самая санкционируемая страна в мире. Обошла Иран, обошла Северную Корею. Да что уж там, вы обошли самих себя. И это только экономика. В геополитике ситуация еще веселее. Путин требовал гарантий безопасности и отказа НАТО от расширения. Итог – Финляндия вступила в НАТО, и граница с альянсом удвоилась. Швеция вступила. Казахстан, Армения, Узбекистан дистанцируются, тихо саботируют. Европа наращивает армию, Япония наращивает армию. Даже Китай, которого вы якобы считаете своим партнером, на международных саммитах старается от вас отморозиться. От геополитического игрока осталась только шизофреническая риторика про многополярный мир и мольбы о скидке от Ирана. НАТО, ЕС, США, ООН. Весь цивилизованный мир либо разорвал отношения, либо голосует против вас. Больше 140 стран ООН признали Россию агрессором, а Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина за депортацию украинских детей. Это уже не проблемы с репутацией, это режим изгоя. Ирония в том, что Россия сама себе это сделала. Вы как персонаж из «Симпсонов», который хочет кому-то навредить, но все время попадает себе в яйца. Только у вас не мультик, у вас страна сдохла в прямом эфире. Вы называете это суверенитетом? Нет, это информационный гроб с табличкой «Свои ушли, своих не ждите».
Вы говорили, что идете освобождать. Мариуполь, Бахмут, Северодонецк, Волноваха. Гляньте, как выглядит ваше освобождение. Черные кратеры, развороченные дома, мертвые улицы, выжженные кварталы. Мариуполь, город у моря. 430 тысяч населения. Промышленный гигант, порт, культурный центр. Красивейший, город, в конце концов. А сейчас 90% инфраструктуры разрушено. 40% не подлежит восстановлению. Десятки тысяч погибших. Сотни тысяч беженцев. Те, кто остались, выживают среди руин, без воды, света, тепла. Российская пропаганда рапортует: мы восстановим. Что вы, там восстанавливать собрались? Асфальт на костях? Панельки, построенные на братских могилах? Это не восстановление. Это кладбищенский грим. Бахмут. Город, который месяцами стирали с лица земли, штурмуя его вагнеровцами, зэками и армией на убой. Итог. Город разрушен. Потери – десятки тысяч. Тактическая победа, которую через 2 месяца снова отдали. Северодонецк, Волноваха, Лисичанск и другие. Для чего вы это делаете? Чтобы воткнуть флаг на останки и сказать «наше», чтобы выложить фотку и получить 1000 лайков в патриотическом паблике. Вы не освободили эти города. Вы их уничтожили. Не от фашизма, а от жизни. Не ради людей, а ради фантазии одного больного старика, который играет в войну, пока вся страна ему хлопает. Вы не принесли им свободу. Вы принесли им смерть, руины и видео на ТикТок. Как ваши солдаты курят сигарету в пыльной многоэтажке, где еще теплится труп под завалом. И давайте честно, вы ведь гордитесь этим. Вы радуетесь, видя, как танк стреляет по школе, как солдаты грабят магазин, как вы берете город. Но если ты берешь город, в котором больше никто не живет, ты не освободитель. Ты ёбаный мародер с флагом. Вы сражаетесь не за людей. Вы сражаетесь за разрушенные стены, чтобы потом выложить «Слава России». Это не война. Это некрофилия под гимном. Я не знаю, помните ли вы, но я помню прекрасно. В начале 2000-х у вас был шанс. Вы продавали нефть. Мир охотно покупал. У вас были доходы, ресурсы, время. И да, воровали чиновники. И да, система была гнилая, но страна развивалась. Хоть как-то, хоть в чем-то. Уровень жизни рос. Города обновлялись. Ваш ебучий бункерный дед. Он ведь мог войти в историю как тот, кто вытащил Россию из жопы. А вошел как тот, кто утопил ее в унитазе, который сперли из Бучи. Он мог вложить триллионы в образование, медицину, дороги, цифровую экономику, развитие регионов. Вместо этого вложил их в трупы. В руины чужих городов. В пустые кладбища под Воронежем. В экономику, от которой шарахается весь мир. В армию, которая воюет либо ракетами, либо саперными лопатами. В империю, которая пахнет не нефтью, а канализацией. Ваш царь не победитель, не завоеватель. Он колхозный Муссолини. И это еще не хилый комплимент я ему только что сделал. И, кстати, да, Путин маньяк. Сейчас просыпаются те, кто стеснялся или боялся об этом говорить вслух. Я говорю о психологах, психиатрах из разных стран. После того, как Трамп назвал его сумасшедшим, они будто получили карт-бланш на то, чтобы наконец высказать свое мнение. Но вот что важно, он не один. Вы позволили ему это. Вы не жертвы, вы соавторы, соучастники. Вы голосовали, вы молчали, вы поддерживали, вы плевали на убитых, на сожженных, на тех, кто сбежал. Вас не заставляли это делать, вы хотели, вы называли это величием. Ну что ж, вы действительно вошли в историю как нация, которая обанкротилась не от санкций, а от тупости. С вами был Утилизатор реальности, канал, где вранье не просто разоблачают, а сжигают дотла. Если видео понравилось, ставь лайк и обязательно отправь другу, пусть и ему понравится. И подписывайся, если еще этого не сделал, дальше будет жестче. Быть добру!